Yeah. Сегодня мы будем с вами разбираться с основами скетчинга. Не будет особо никакой теории. Мы будем сразу все применять на практике и смотреть, как вообще работает скетчинг. Давайте выберем для себя вот несколько предметов. Пусть это будет яблоко, часы, телевизор, сковородка, дом и пончик вид сверху. И будем пытаться их изобразить в разных, может быть, стилях попробуем. Что нам для этого понадобится? У меня это обычная гелевая черная ручка. И также у меня есть линеры разные. Есть оранжевый, коричневый, темно-коричневый и фиолетовый. Вы можете взять любые цвета. Главное, чтобы какой-то из них был темный, черный или коричневый, а второй какой-то яркий или светлый, чтобы добавлять типа свет или нюансы какие-то. Начнем с яблока. Прелесть скетчинга в том, что правила, по сути, вы можете огибать, скажем так. Вам не обязательно делать четкое построение для яблока, как это мы бы делали, если бы мы рисовали в академическом стиле, да, яблочко. Мы бы там пытались построить его как-то и смотрели, как его разместить там с точки зрения композиции, чтобы оно было именно выглядело супер круглым. Ну, в общем, такие вот моменты. Нам для того, чтобы изобразить в стиле скетчинга яблочко, достаточно просто знать, как оно выглядит. И разрешить себе его изобразить. То есть дать внутреннему художнику волю и разрешение на то, чтобы нарисовать. Потому что зачастую люди боятся рисовать, потому что боятся, что у них не получится. А если у нас не получится, это не страшно. Это бумага, она стерпит. Все, мы учимся, мы тренируемся, ничего страшного. И чтобы это доказать, я нарисую просто вот такое яблоко. Ничего супер вау не произошло. Это просто яблоко, это просто кружочек с какой-то пипкой наверху. И вы точно так же можете сделать у себя яблоко. Когда мы вот таким образом рисуем яблоко, оно получается интересное, динамичное, необычное. Мы знаем, что яблоко круглое, вот мы и рисуем круг. Да, он такой немножко волосатый получается у нас, мы что-то добавляем, и вот у нас яблоко. Как мы можем сделать это яблоко более интересным для своих скетчей? Ну вот, допустим, съела я яблоко и хочу в скетчбуке нарисовать, что я съела яблоко. Я вся в краске с предыдущего урока. Но это не страшно. Это мы тоже можем как-то использовать. Что ж, как мы рисуем? Мы нарисовали вот эти вот яблочки. Мы можем за счет того, что добавляем различные детали, сделать это яблоко более интересным и более натуральным. Например, вот мне больше всего нравится, как вот это яблоко получилось. Давайте у него черенок проработаем. То есть мы его уточняем, делаем чуть-чуть пожирнее, но так аккуратненько, да. Мы видим, что это листочек. Листочку придаем какую-то тоже форму интересную. А яблочко тоже можем обвести, но так, чтобы было видно предыдущую линию. То есть вот так вот. Добавляем ему многослойности яблочку. И вот тут вот сама такая завитушечка у нас уже сразу появилась. А мы знаем, что у яблочка вот тут вот есть место, где крепится черенок. Так давайте мы его тоже покажем. Вот такой вот загогулинкой. Дальше мы бы с вами для того, чтобы изобразить свет, тени, все такое, сейчас начали разбирать, что это такое и с чем это едят. Но я расскажу очень просто, для того, чтобы вы могли, не углубляясь в тему, понять для себя, как это работает. И если вас это заинтересует, вы уже сможете дальше изучить этот вопрос самостоятельно или взять какой-то более продвинутый курс. У нас, если свет падает справа, то все, что находится справа, соответственно, будет в свету. Оно будет светлое. В нашем случае роль света играет бумага. Все, на что свет не попадает, будет тенью. Как мы это можем показать? При помощи штриха. И этот штрих, так как яблочко, оно у нас не плоское, мы кладем по форме предмета, то есть немножечко загибаем.
Вот у нас появилась собственная тень предмета. И давайте на этом яблочке точно так же покажем. Оп-оп-оп-оп-оп. Вот эту часть, на эту часть у нас свет не попадает. Точно так же мы можем нанести тень на абсолютно любой предмет. Абсолютно все, что вам придет в голову, вы рисуете. Вы можете сделать, ага, свет у меня оттуда падает, с противоположной стороны будет небольшая тень. Тень мы можем сделать к краю немножечко поплотнее, утемнить ее еще одним слоем штриха, чтобы сразу яблоко начинает выглядеть более объемным, более интересным. Здесь давайте добавим еще немножко текстуры листочку, как в детском саду. Вот так вот листик сделали. Посмотрите, какое у нас невероятно красивое, интересное, чудесное яблоко получается. Мы с вами уже, в принципе, яблочные художники. Давайте внизу еще сделаем вот такую штучку. В данном случае у нас яблоко просто в воздухе висит. Но так как скетчинг – это творческий поток мысли, мы можем куда-нибудь это яблоко деть, поставить, повесить, положить, неважно. Давайте предположим, что оно висит на веревочке, вот так. Оп. И завязали узелок. И теперь это яблоко висит на веревочке. А вот это яблоко мы можем положить на тарелочку. Оп, вот такой вот просто овал. В два подхода нарисовали. Давайте это яблочко тоже уточним. Мы нарисуем черенок, уточним листочек. Оно как будто бы с другого ракурса, может быть, лежит. Здесь так, оп-оп. И давайте свет у нас опять с этой стороны. Сюда падает свет. И тут у нас тень. И немножко ее уплотнили. Листочек можем тоже сделать в тени, что на эту часть не падает свет. И для того, чтобы предмет стал еще объемнее, мы можем использовать падающую тень. Мы уже знаем, что такое собственная тень. А есть еще падающая тень. То есть это то место на столе условном, на которое свет не попадает из-за того, что яблоко нам этот свет не дает пропустить. Было бы оно прозрачным, вообще нет проблем, нет вопросов. Но яблоко непрозрачное, оно не дает дальше свету попасть. Значит, и вот эта часть стола, на которой яблоко стоит, она тоже будет в тени. Нам же это надо показать как-то. И мы просто штрихом в другую сторону вот так вот это показываем. Это не обязательно должно прям идеально повторять форму предмета. Но что важно, в том месте, где предмет соприкасается с поверхностью, там должно быть темно. То есть туда свет вообще никак попасть не может. То есть если здесь он еще с краев может чуть-чуть попасть, сюда уже никак. Поэтому мы это показываем. И сразу яблоко стало супер объемным. Здесь яблоко висит на веревке, падающей тени не будет. А здесь вот будет, вполне себе можно ее показать. Вот так вот. И сразу мы видим, как заиграл наш рисунок. И мы с вами только что на примере яблока научились рисовать абсолютно любые круглые предметы, имеющие шарообразную форму какую-то. Они могут быть разные, они могут быть интересные, какие-то забавные, может быть. Вы можете добавлять какие-то детали, если вам интересно. Вы можете здесь червячка, допустим, добавить. Вот такого вот бодренького червяка добавим с большими глазами, который будет на вас смотреть. И сразу это все заиграло по-другому. Это сразу заиграло интереснее. Я предлагаю вам нарисовать яблочко, а также нарисовать еще дополнительно к яблоку часы, телевизор, сковородку, дом и пончик вид сверху. Давайте сейчас с вами тоже это сделаем. Часы. Что мы знаем о часах? Это кружочек. Нарисовали кружочек. Внутри кружочка еще один кружочек. Серединка и оп-оп, часы. Да, может быть, это не очень аккуратно. Но мы это сейчас уточним. Мы берем и добавляем какие-то штрихи, линии, просто чтобы немножко придать этому форму, как бы облепляем его. Оп-оп.
Добавляем. И этого абсолютно достаточно для того, чтобы сделать какую-то скетчевую зарисовку для себя. И этому можно придавать различные дополнительные детали. И это будет выглядеть интереснее с каждым разом, и вы найдете свой собственный стиль в скетчинге. Мы можем повесить эти часы на стену, например, добавить время. Вот так. И, как мы знаем, это предмет, допустим, у нас свет отсюда падает, значит, вот эта часть объемных часов, вот эта часть, будет в свету. Сюда свет попадает. И сюда свет попадает. Но вот на этот краешек свет-то уже не попадает. Мы это показываем. И вот на внутреннюю часть тоже свет не попадает. Вы можете взять эти предметы дома и посмотреть их на свету, просто повертеть, как это будет выглядеть. И вы убедитесь в том, что это все вот так вот просто и есть. И вот тут вот у нас соприкасается со стеной часы. Мы немножко делаем пожирнее линию. Но у нас стена белая, но мы же хотим поинтереснее. Просто для зарисовки мы можем добавить здесь такие импровизированные обои. И вот у нас уже совсем по-другому начинает это все смотреться. И в каком месте вы можете это применить? Ну, например, вы хотите записать себе заметку, чтобы она была такая графичная, интересная. Встреча там, условно, в 15:00. Только тогда правильное время надо на часах указать. И на обоях давайте какой-нибудь узор. Вот такой вот, незамысловатый, чтобы не перегружать картинку. Просто повторяющийся какой-то цветочек условный. И точка. И посмотрите, как сразу часы заиграли. И вот вы уже умеете рисовать часы. И по подобию этих часов вы можете нарисовать и другие предметы, которые на них похожи по форме. С этим разобрались. Телевизор тоже. Мы знаем, что телевизор квадратный. Ну, так нарисуйте квадрат, совершенно произвольный. В нем есть какой-то экран, динамик и кнопочки. Телевизор сейчас в данный момент выключен. Мы можем показать вот так вот экран, немножко заштриховать его легонечко. Но он сейчас летает в воздухе. Давайте его поставим на тумбочку. Тумбочка что? Оп-оп-линия и две ножки. И здесь можно также продолжить рисунок обоев, например, да, если вы хотите. В какой ситуации опять это может пригодиться? Ну, не знаю, например, вы можете для себя сделать пометку, что там новости в 20:00, и вы хотите их посмотреть. Вот у вас уже целая история появляется, да. Вот таким образом, графичным методом вы можете рассказывать целые истории. Давайте добавим деталей. Вот у нас будет шнур. Чем больше вы деталей добавляете, тем лучше, потому что тогда какие-то обычные предметы, типа круг, какие-то обычные фигуры, типа круг, квадрат, они становятся интереснее, у них появляется характер предмета. И добавляем тени. Вот мы знаем свет, допустим, справа. Точно так же свет может быть слева, тогда просто все наоборот. Свет у нас справа, значит тень у нас будет слева, но мы вот эту часть телевизора не видим, она была бы у нас полностью темная. Но мы можем показать это вот так вот легонечко, уплотнив именно эту часть телевизора. Если бы телевизор был к нам какой-то стороной виден, другой, более объемный, вот так он, например, стоял бы, а свет падал бы отсюда, то, как мы уже с вами выяснили, вся вот эта сторона, она была бы темная, потому что сюда свет не попадает. И еще была бы падающая тень. В
принципе, вы теперь знаете все. Давайте продолжим и нарисуем сковородку. Это, по сути, те же часы. Также есть бортик. И есть ручка. Ручка — это прямоугольник и вытянутый прямоугольник. Вот у нас сковорода. По поводу теней. Опять-таки, свет, допустим, справа. Свет на сковороду сюда будет попадать, а на эту часть нет, потому что здесь же бортик, а свет вот так вот не попадает. Соответственно, мы здесь закрашиваем, заштриховываем слегка. Не прям закрашиваем. А бортик с наружной стороны мы не видим с вами, потому что она как бы у нас практически сверху мы видим эту сковороду. Добавим объема ручки и эту часть тоже заштрихуем, потому что на нее тоже не попадает свет. Соответственно, здесь будет еще падающая тень от предмета. То есть то место стола, на которое не попадает свет. И давайте что-нибудь нарисуем в сковороде. Ну, пусть это будет яичница. Вот у нас белок, и вот у нас желток. Совсем не сложно. Желток у нас объемный, свет падает сюда. Эта часть в свету, значит, противоположная в тени. И от нее тоже можно чуть-чуть падающую показать, если хотите. Желток тоже можно сделать пообъемнее, добавив каких-то линий. И вот эту часть тоже в тени мы видим. Вуаля! Вы умеете рисовать сковороду. И у нас остается дом и вид пончика сверху. Дом совсем просто, как в детстве. Рисуем оп-оп. Почему-то в детстве у детей не возникает вопросов о том, как рисовать. Они просто берут и рисуют то, как они видят. А взрослые начинают загоняться и задумываться. Вот у нас квадратик-треугольник, дверь нашего дома. И дальше просто все, что вашей душе угодно, мы можем добавлять в этот дом. Это у нас труба, дымок из нее. Здесь круглое окно. Тут добавим рюшечки какие-нибудь. Добавим чуть-чуть текстуры травы. Такие просто галочки. И очень интересный элемент – это дорожка, которая делает наш дом более объемным. Вот так вот, оп, волнистой линией просто. И сразу начинает казаться, что этот дом более какой-то объемный, более отдаленный. Здесь можно тоже поставить какой-то камушек, цветочек, травка и окошко. Разумеется, куда же без него. Вуаля, у нас получился дом. И все это можно прорабатывать более подробно, добавить объем, добавить тень этому дому. Это все уже на ваше усмотрение. Как только вы начнете в повседневной жизни делать такие зарисовки, вы начнете просто самостоятельно, чисто интуитивно дополнять их какими-то деталями, и вы увидите, как меняется ваш стиль скетчинга, как интереснее выглядят предметы, которые вы пытаетесь изобразить. Сзади мы можем, допустим, нарисовать какой-нибудь куст или дерево. А дерево что? 2 палки и вот такой вот крона, например. Как видите, ничего необыкновенного, ничего невозможного здесь нет. Просто мы даем волю фантазии и применяем какие-то минимальные правила света и тени. Вот и все. Опять-таки, из-за того, что вы делаете это гелевой ручкой, это все выглядит немножко эффектнее, более интересно. И последнее, что у нас осталось, это пончик вид сверху. Ну, тут совсем все просто. Пончик что? Кружок. Он не всегда бывает ровный. Как вот его спекут, такой он и будет. В середине еще кружок. Дальше начинается магия. Давайте нарисуем глазурь. Вот у нас пончик с глазурью, да? Добавляем немножко объема при помощи утолщения линии.
И, допустим, свет падает у нас отсюда. Значит, у нас вот эта часть будет в свету внутренняя, а вот это будет более темная, потому что на нее свет не попадает. А сюда, с внешней стороны, свет попадает, зато здесь не попадает свет. И мы можем это тоже показать, еле-еле нажимая на ручку. Под глазурью тоже получается света еще меньше в этих местах. Там еще темнее становится. И тут еще добавляем немножко. А также можно добавить падающую тень по форме предмета. Предмет, на который падает тень, это у нас стол, значит, штрихи будут ровненькие в ту сторону. И вуаля, у нас получился пончик. Также можно добавить какие-то детали, какие-то посыпки, допустим. И пончик совершенно по-другому заиграл. Также можно использовать технику завязочек. То есть все линии, которые вы рисуете, добавлять к ним завязочки. Допустим, хотим мы нарисовать квадрат, его можно нарисовать скучно, вот так, но что тоже неплохо. А можно, допустим, вот так, несколько раз возвращаться к этим завязочкам, поплотнее, так сказать, завязывая. И вот у нас уже более какой-то такой интересный, динамичный получился предмет. Можно несколько раз проходиться по одним и тем же линиям, выходить за края. Это все тоже придает интересное настроение. Можно добавлять какие-то точки, прерывистые линии делать. Опять-таки тот же квадрат можно нарисовать вот так. Вот таким вот образом. Тот же кружочек можно прерывисто нарисовать. Особенно принято, допустим, в свету то, что рисовать менее плотно. Соответственно, здесь можно просто точечки добавить, чтобы показать, насколько там светло, что мы даже не видим эту часть. Я дала вам инструмент, с помощью которого мы дальше будем учиться рисовать разные предметы, и рисовать их будем из нашей повседневной жизни, делать какие-то мимолетные скетчи, так называемые. И также в работу с этим всем мы будем с вами добавлять еще цвет акварелью, потому что вы увидите, как все это может заиграть, если мы сюда добавим цвет. Точно так же вы можете добавить цвет при помощи обычной ручки, просто какие-то детали выделить. Например, здесь фиолетового червячка добавить, да, на часах вот эту веревочку фиолетовой сделать. Здесь какие-то кнопочки можно сделать. Но не добавляйте много цветов. Как раз в этом интересен скетчинг, что вы можете минимальным набором инструментов решить вот такие вот интересные творческие задачи. Тут, например, можно глазурь закрасить, но не всю, а в каких-то местах, например, в отдельных, фиолетовым цветом. И все сразу начинает играть по-другому, поинтереснее. Желточек, например, можно здесь выделить таким оранжевым. Или какое-то из яблочек можно, допустим, в свету или в тени, наоборот, сделать более цветным. Вот. Что ж, обязательно потренируйтесь, посмотрите, какие предметы есть вокруг вас, и попытайтесь их нарисовать вот в такой вот технике.